Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. К чаю готовим с вами сегодня сладкие пряники потряси. Почему я их так называю, расскажу в процессе. Давайте скорее приготовим. Пряники будут медовые, для них понадобится мед 200 граммов. Можно использовать любой, жидкий, густой или даже искусственный, если у вас аллергия. Добавляем 60 граммов сливочного мягкого масла и еще 100 граммов сахара. Все это перемешиваем, ставим на водяную баню. Помешивая в течение 5-7 минут, постараемся растворить все крупинки сахара. Бывает и такое, что сахар крупный и совершенно не успевает растаять. Не переживайте, делаем все дальше по рецепту. Но если растаял, то тоже хорошо. В горячую смесь из меда, масла сливочного и сахара высыпаем 4 грамма соды. Размешиваем активно. И в течение минуты начнется процесс. Реакция смеси на соду. Медовая масса станет светлее, воздушнее, практически белая. Теперь можно снимать смесь с водяной бани, оставить на столе, слегка остыть. В еще горячую, но уже не обжигающую медовую основу разбиваем целое яйцо, добавляем 1 яичный желток, а яичный белок пока убираем в холодильник. Кроме яиц добавляем 30 мл растительного масла, тщательно размешиваем. Яйца от горячей сладкой массы могут свернуться, поэтому мы и давали ей слегка остыть. Теперь пойдут вкусовые добавки, пряности, специи. Все, что вы любите. Я добавляю 1/4 чайной ложки мускатного молотого ореха, столько же молотого кардамона, а еще чайную ложку молотой корицы. Хотите, вместе с этим добавьте еще гвоздику по вкусу, конечно же молотую. Хорошо перемешиваем, и я уже чувствую аромат медовых пряников, будет точно вкусно. 450 граммов муки, 5 граммов разрыхлителя. Все это перемешиваем отдельно с помощью ручного венчика, так лучше распределяется разрыхлитель. И теперь эту муку с разрыхлителем будем постепенно добавлять в тесто, замешивая еще теплое лопаткой. Когда становится терпимо рукам, а тесто гуще соответственно, можно переходить на замешивание теста руками. Тесто медовое, липкое, но гладкое и теплое. По мере остывания меньше прилипает. Вот такое оно должно быть. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре. А затем, слегка обваливая в муке, разделим на кусочки по 40 граммов. Скатываем медовые шарики, слегка их придавливаем. Конечно же, можно раскатать все тесто и вырезать стаканом, как вам удобнее. Главное, соблюдайте толщину. Далее укладываем на противень на расстоянии друг от друга. Получилось ровно 21 пряник весом по 40 граммов и один маленький. Ставим выпекаться пряники в разогретую духовку. Температура выпечки 180 градусов. Выпекаем 12, максимум 15 минут. Тем временем быстренько смешиваем венчиком 1 яичный белок, который мы убирали в холодильник, и 120 граммов сахарной пудры. Добавляю ее частями. Взбивать все это в пышную пену не нужно, просто тщательно перемешать до однородной, гладкой и белой структуры. Как только середина пряника поднялась, можно их доставать. Тесто горячее, обманчиво может показаться слишком мягким, так что не передержите. Если продержать их дольше 15 минут, то они действительно получатся твердые. Горячие пряники, разделив на 2 части, быстренько складываем в глубокую миску, поливаем глазурью и трясем. Как вы уже догадались, от этой процедуры и появилось у меня такое название.
И пока вторая часть пряников у нас не остыла, точно так же горячие поливаем глазурью и снова трясем. Можно пряники между собой склеить. Пряники выкладываем быстренько на решетку, они еще горячие. Схватывается глазурь быстро и высыхают они буквально за несколько минут. Пряники готовы, давайте пробовать. Я их выпекала 15 минут, поэтому они плотнее, чем за 12 минут. Но, конечно же, вкусные, медовые, рассыпчатые, сладкие. Хранятся долго в закрытом контейнере. Готовьте с удовольствием. Пока!